Дорогие мои, здравствуйте! Можно я сегодня с вами буду в этой прекрасной розовой футболочке, которая очень гармонирует с моей розовой помадой. Сегодня понедельник, и по идее я должна была надеть что-то светлое, какую-нибудь официальную рубашечку, но мне очень не хотелось одевать никаких рубашек. Сегодня рубашки будут в пятницу. Вот. А сегодня, да, потерпите, пожалуйста, простите мне эту розовую футболку. У меня просто такое настроение, я же девочка, девочка, вот, которая просто пошла, да, на поводу своего настроения. Я надеюсь, что вы тоже иногда делаете так, потому что все-таки существует образ эксперта. Эксперты должны выглядеть по-деловому. Знаете, когда идет экспертный контент, то хочется наблюдать человека в какой-то там, пусть это будет не униформа, но это какой-то деловой стиль. И я, кстати, полностью разделяю эту точку зрения, но иногда хочется нарушить свои собственные правила. Но экспертный контент я вам сегодня обещаю. Вы же меня все знаете. Поверьте, немного пищи для ума и необходимости понаблюдать за собой и за теми людьми, кто вас окружает, я вам сегодня обязательно дам. Вот вы свою дозу получите. Вот, сегодня такое короткое техническое видео, которое будет содержать в себе теорию физиогномики. Вспоминаем, да, что такое физиогномика. Метод визуальной психодиагностики, позволяющий по чертам лица определить особенности характера человека. Но, вы знаете, мы все любим знать о себе что-то хорошее. Вот что-то хорошее. А сегодня я бы хотела коснуться еще раз, я уже этой темы касалась, темы слабых сторон. Почему важно изучать себя и почему важно знать свои слабые стороны. У меня на канале недавно появилась подписчица, которая под одним из моих лицевых разборов, анализов лица, написала, что она прежде всего подумала о себе, что из перечисленных черт, характеристик свойственно ей. Вы знаете, вот я, во-первых, благодарю ее, если вы сейчас меня смотрите, это прекрасная девушка, я благодарю вас за этот комментарий, я честно не помню вашего имени, но вот он прямо такой для меня был очень важный, ваш комментарий. Я вам скажу так, ребята, даже когда ко мне приходят за разбором лица других людей, например, свои пары, узнать, что из себя представляет, какие секреты скрывают особенности характера моей пары, моего партнера или моей партнерши, да, либо потенциального партнера. А девочки очень любят, нашлют мне фотографии и скажут: а скажите, пожалуйста, а они все абьюзеры или нет? Я говорю, у меня есть курс обучающий, как определить абьюзера. «Опасные мужчины» называется. Вот когда вы его пройдете, вы начнете легко понимать, является ли мужчина потенциально опасным для ваших отношений или нет. Вот. Но, тем не менее, всем интересно знать, что из себя представляет кто-то. Но на самом деле большой секрет заключается в том, и это, не знаю, вековая истина, что все начинается, ребята, с нас самих. И любая совместимость с любым человеком начинается с нас самих. Какие мы отвечаем на вопрос, какие мы. А физиогномика позволяет нам найти ответы на эти вопросы. Какие у нас есть врожденные таланты, какие у нас есть врожденные ресурсы, сильные стороны, наши сильные стороны и наши слабые стороны. Но если про сильные стороны, это вообще разговор отдельный. И когда я делаю ваши разборы, спасибо тем, кто у меня их заказывает, да, мы потом общаемся, вы всегда спрашиваете, что мне делать со своими слабыми сторонами. Вот мои клиенты, среди вас они, кстати, тоже есть, и если вот меня кто-то смотрит, он не даст соврать. Вот правда, что когда вы спрашиваете: окей, эта характеристика мне не нравится, я вас понимаю, кому-то может что-то не нравится. Что с ней делать? Сегодняшний выпуск посвящен как раз теме мер предосторожности, если вы откопали в себе слабые стороны, у всех они есть. Нет хороших и плохих черт лица. Вот что с ними сделать? Мы сегодня пройдемся очень кратенько, и список этот не полный, поэтому вы не думайте, что тем, о чем мы будем говорить сегодня, это все ограничивается. Нет, список гораздо шире, гораздо длиннее. Вот. Но мне бы не хотелось вас сильно задерживать, поэтому давайте разберем несколько характеристик, которые я наблюдаю, как они вот мешают жить
другим людям, и мне кое-что есть у меня, и оно тоже мне мешает жить. И как люди справляются, но в большинстве случаев они не справляются. Они когда не знают о своих слабых сторонах, они не способны их ни удержать, ни проконтролировать, ни ничего сделать. Знать слабые стороны нужно для того, чтобы уметь их контролировать, уметь с ними жить. Вы с ними ничего не сделаете. Это ваша природа. Вот, уметь с ними жить и научиться сделать так, чтобы эти ваши стороны не влияли на вас, не оказывали пагубного влияния на какие-то части вашей жизни. Интересно? Я забыла представиться, кто досмотрел до этого времени. Меня зовут Лизавета Царькова-Голофаст. Я тренер по гимнастике для лица и физиогномист. Я читаю лица и составляю психологические портреты личности. В основном, в большинстве случаев я консультирую индивидуально, но я консультирую пары. Если есть какие-то сложности, конфликты в парах, физиогномика помогает найти причину и возможные пути действия. Это полноценные консультации, полноценные, бывают и коучинговые сессии, да-да. То есть если человек пришел узнать о себе, поискать себя, в какой области, например, он сможет себя реализовать, то это полноценная коучинговая сессия. Поэтому welcome, добро пожаловать. Я в Инстаграме, это мой ник в Инстаграме, я в Инстаграме отвечаю в личку, вот туда проще всего мне писать. Но, в общем-то, можете писать мне здесь на стене в записях. Так, либо на e-mail. Начнем. Итак, не все, скажем так, у нас в физиогномике среди коллег существует такое понятие, и мы все с этого начинали, что нет плохих либо хороших черт лица. Вот есть люди, которые говорят, мне не нравится мой нос, мне не нравятся мои уши, мне не нравится там что-то там еще. На самом деле, когда ты не знаешь тех преимуществ, которые дают тебе эти характеристики, и тем более не умеешь их применять, конечно, тебе это не нравится. Вот. Но когда ты знаешь свои слабые стороны, ты во всяком случае готов, заранее можешь подготовить к себя, скажем так, предупредить вероятные сложности или проблемы, которые усложнят вашу жизнь. Так, я тут, как обычно, подготовила, тут, видите, целый списочек моих любимых веселых картинок. Некоторые вы из них уже знаете, некоторые новые. Поехали. Первое, на чем я бы хотела остановиться, это практический случай буквально прошлой моей недели. Это случай вопиющий. Пожалуйста, значит, люди с большим ртом. Помните, да, эту страшную картинку? Я обычно шучу, что главное, чтобы она вам ночью не снилась. Вот, но я просто здесь сделала акцент на большой рот. Большой рот – это большие амбиции. Это когда у нас идет активный захват. Вот у кого большой рот, поднимите руку. Идет активный, когда человек активно захватывает энергию, ресурсы, знания, сферу влияния, да, деньги. Вот идет активный захват. Это большой рот. Я не просто так вам показываю. А это человек, у которого рот небольшой, скорее он меньше, да. Но вот здесь в уголках рта у него есть такие линии, называются они удлинители. Это когда способность захвата физического ограничена, но аппетиты очень большие, больше, чем можно в себя вместить. И в одном и втором случае мера предосторожности. Когда вы идете на большой захват, во-первых, постарайтесь калибровать, сортировать, что вы в себя вбрасываете, что вы в себя кладете в этот рот. Первое. И второе. Обязательно подумайте наперед о том, хватит ли вам сил и ресурсов переработать то, что вы захватили. То есть, хватит ли вам возможностей и сил вашего организма переварить съеденное. Потому что, если вы не можете его даже проживать, у вас начнут лететь задние зубы. Жевательные зубы у вас начнут крошиться, ломаться, с ними начнутся проблемы, потому что вы схватили кусок, а проживать не можете. Я метафорически выражаюсь. Вот. Либо, когда вы хватаете сильно, много и агрессивно, это проблемы с передними зубами. Это не потому, что вам кальция не хватает, а потому, что у вас идет слишком агрессивный захват ресурсов. И организм сопротивляется, он вам запрещает так сильно захватывать, понимаете меня? Запрещает. Единственный способ
способный заставить вас перестать хватать, это избавить вас от инструмента, которым вы хватаете, от зубов. Взяли? Подумайте над этим. Далее. Меры предосторожности. Значит, продолжаем, да? Мы уже не раз говорили, периодически мы к этой теме возвращаемся. Тактики. Тактики. Люди круглоголовые и стратеги. Люди с вытянутыми длинными головами, зачастую длинные носы, высокие лбы. Здесь челюсть варьируется от ситуации. Значит, те, которые способны решать проблему здесь и сейчас, найдите для себя человека, который будет вас ориентировать по будущему, потому что некоторые стратегические цели, их надо ставить, и к ним надо идти, к ним надо готовиться и выстраивать алгоритмы. Если вам это не дано, вы это не умеете, не можете, вам вообще некогда, потому что вы заняты решением тактических задач, да, что в горизонтальной плоскости, то вам нужно найти какого-то человека рядом с собой, стратега, у которого более стратегическое мышление, который будет вас в этом вопросе страховать. Потому что если вы копошитесь только вокруг себя, вы можете, скажем так, у вас могут быть проблемы с целями, которые имеет смысл ставить заранее и надолго. Стратеги. Стратеги у нас живут в будущем, опираясь на прошлое, а действуют сейчас для простройки будущего. Но по большому счету слабая сторона стратегов заключается в том, что они не успевают и не имеют ресурса решать проблемы по месту и по мере их поступления. Им это дается очень тяжело, они опаздывают, тормозят. Тактики их называют тормозами за это. Если есть в паре два разных типа и возникают конфликты, они зачастую возникают по этой причине, что тактик ждет от стратега сиюминутных реакций или решений, тот не дает, возникает конфликт, он говорит, ты тормоз, мне надо сейчас, а стратег говорит, я не могу сейчас, и это правда. Поэтому, если вы стратег, у вас вытянутая голова, и вы живете реально в будущем, найдите рядом с собой какого-то человека, даже если пусть это будет друг, да, либо муж-жена, которые будут ваши сложности, которые появляются сейчас, в горизонтальной плоскости, в данный момент, в данной ситуации, будут помогать вам решать, помогать вам разруливать таким образом, создавая вам спокойную обстановку для того, чтобы вы думали о будущем. Это понятно? Круглоголовые, длинноголовые. Отметили? Поехали дальше. Люди с маленькими носами. Это практичный нос человека, который все меряет на выгодно-невыгодно. Вот знаете, как выгодно-невыгодно. Вот мне это выгодно, это невыгодно. Где дешевле купить, где дороже продать. Это хорошие бизнесмены, предприниматели, но когда вы закрываете себя вот в этих рамках, вы теряете возможность погрузиться в какие-то ощущения приятные, в какую-то атмосферу здесь и сейчас, попребывать в глубине чувств, попребывать в глубине ощущений, попребывать в глубине размышлений каких-нибудь. Вот, понимаете? Вот, вы теряете вот эту возможность. Поэтому, если у вас практичный нос, и вы считаете только дебет-кредит, обратите внимание, что проходит мимо вас. Не все в этом мире подвержена сухому расчету. Я бухгалтер по образованию, я знаю, что такое дебет, что такое кредит. Так, наблюдала случай, это уже не первый, но прямо такой, вы сейчас себе представить не можете. Люди с выдвинутой челюстью. Про активность, нижней челюстью. Это когда она от природы выдвинута. А также люди с задвинутой нижней челюстью. Говорили мы уже об этом, да? Люди с выдвинутой нижней челюстью зачастую бросаются из огня до полымя, и так без остановки, без страха, знаете, как туда, вперед, что-нибудь делать. Вот это вот повышенная деятельность. Я вам хочу сказать, что проактивность очень крутая черта, особенно для лидеров. Вот, если вы посмотрите вокруг себя, и в вашем окружении есть лидеры, в большинстве случаев их нижние челюсти будут выдвинуты вперед.
потому что это их базовая характеристика, врожденная, это нормально. Вот. Проблема в том, что эта проактивность может пугать и людей, которые, правда, хотели бы с вами провзаимодействовать, проконтактировать более спокойно, более мягко. Это сильно может отпугнуть. Они к вам не подойдут, а вы их пропустите. Задвинутая челюсть. Эта характеристика свойственна людям, которые решение принять приняли, но они продолжают выжидать нужный момент для действий и никак не могут определиться, когда же уже можно начинать что-то делать. Вот им сложно. Они останавливают себя, они вот еще немножко подождать, еще больше перепроверить, еще больше убедиться. Там могут быть очень много сомнений. Вы можете очень сильно затянуть старт чего-то там. Ваш проект, какие-то изменения, о которых вы мечтали, которые вы уже хотите, вы уже приняли решение их произвести, и вы этого не делаете. Найдите для себя человека, который вовремя даст вам волшебный пинок. И вы вместо того, чтобы продолжать страдать, сомневаться и находиться там, где вы до сих пор находитесь, и вы уйдете в действие, вы будете что-то делать. Люди с большими носами. У меня есть вообще потрясающее видео, называется «Мужчины с большим носом». Обязательно его посмотрите, там 10 тысяч просмотров. Оно было очень популярно в свое время. Это большой исследовательский нос. Через него проявляется характеристика способности глубоко погружаться, вот как раз глубоко погружаться в какие-то исследовательские моменты. Вот прямо погружаться в процессы, изучать, что происходит, какое оно, как это можно поменять, то есть вот это все, и находиться в глубине. Очень круто, когда вы ученый, исследователь, правда, на самом деле очень круто. Но с другой стороны, практичная сторона, как у людей с коротким носом, у вас может отсутствовать полностью. То есть вы настолько можете быть поглощены какими-то процессами, которые вас увлекают, что вы вообще не думаете о практичной и материальной стороне жизни. Поэтому таким людям у себя в команде лучше иметь вот таких людей с коротким носом, которые будут вовремя смотреть, а что из результатов твоих исследований мы можем быстренько продать подороже, чтобы всем было хорошо. Вот этим людям в том числе. Взяли себе, да? Люди с высокой треугольной челюстью. Ой, у меня таких на разборах было много. Причем они приходят и мне и говорят, на меня все жалуются, что со мной что-то не так, что со мной не так. С вами все так. Просто высокая челюсть, вот это вот, видите, у меня нет такой высоты челюсти, но есть люди, у которых нижняя челюсть очень высокая, клиновидная. Этих людей называют люди поезда. То есть он вижу цель, не вижу препятствий. Слабое место таких людей заключается в том, что вы не чувствуете обратную связь и не чувствуете тех, кто находится рядом с вами. Поэтому ваше достигаторство, ваше сверхупорство, ваша сверхдеятельность сверхактивная, она может ранить тех, кто находится рядом с вами. А вы этого можете не замечать. Вот, поэтому если вы такие, с вами все в порядке. То есть для вас это природно, это нормально. Но будьте внимательны к тем, кого вы любите, и периодически у них спрашивайте, не обидели ли вы их чем-то, о чем вы не знаете и что вы пропустили. Говорильный резонатор. Очень сильно развитый говорильный подбородок. Это в большинстве случаев касается ораторов. Но здесь предостережение следующее. Не забывайте о том, что людей оценивают по их действиям, а не по тем словам, которые они произносят в большом количестве, особенно когда им за это платят. То есть ораторы обычно зарабатывают говорением, да, но в обычной жизни мы все, общаясь, стремимся к какому-то балансу. И один из балансов – это брать-давать. Но если вы только говорите и ничего не делаете, ничего не отдаете взамен, то вы можете сильно пострадать. А от вас просто отвернутся другие люди. Так, еще пару моментов. Не скучно? Люди, у которых кончик носа сильно опущен вниз, и ноздри идут вверх. Кончик носа вот такой, вот такой. Это природная скрытность. Это когда человек скрывает до последнего момента
какие-то вещи о себе, какие-то свои планы, какие-то свои козыри. Вы знаете, когда идут переговоры между двумя предприятиями, да, команда переговорщиков с одной стороны, команда переговорщиков с другой стороны. Либо это игра в покер или что-то, ну какие-то, да, азартные карточные игры на большие деньги. Это одно дело. Но иногда в обычной жизни, в общении с близкими людьми, кого вы любите, вот такая скрытность, она может вызвать обратный эффект, недоверие к вам. И если оно будет оправдано, вам очень сложно будет доказать, что вы не слон. Видели эту картинку все? Сильно скошенный угол лба, агрессивная реакция, импульсивность. И бакенбарды, такие очень длинные. Это тоже скрытая агрессия, зачастую подавленная. Обратной стороной неприятной является в том, что людям сложно себя сдерживать от реакций импульсивного характера, от каких-то необдуманных поступков, действий. Если вам это свойственно, пожалуйста, научитесь себя вовремя останавливать. Вот научитесь себя вовремя останавливать. Знайте об этом, что иногда импульсивные действия, они способствуют наломать дров, что у нас называется. И к созданию большего количества проблем, чем те, которые у вас уже есть. Так, но я смотрю, что я тут немножко затянула со своим умничанием. Давайте мы на второй раз оставим оставшуюся пачку, потому что здесь еще много. Вот. А я вас немножечко поинтригую, потому что в эту пятницу вас ждет разбор лица Кирилла Буданова. Кто такой Кирилл Буданов? Глава Офиса Президента Украины. Хотите знать секреты его лица? Мы обязательно с вами об этом поговорим, потому что, когда я проводила голосование в 4 социальных сетях, он попал на 2-е место. То есть буквально в пятницу вышел разбор лиц, сравнительная характеристика Мадьяра и Орбана. Вы же знаете, да, Орбан это премьер-министр Венгрии, и он проиграл выборы. То есть он 16 лет находился в власти, сейчас он проиграл выборы молодому Петру Мадьяру. Вот здесь можно посмотреть, думаю, картинку вы уже видели, это тоже достаточно популярный разбор. Вот, кому будет интересно, вот было, стало, и как точно не будет, вот это туда. И последним по количеству запросов, но тем не менее я вижу, что вам было интересно, будет интересно. И тоже вас ожидает разбор лица Папы Римского Льва XIV. Мы обязательно сходим. Будет ли это сравнительный разбор с его предшественником, я не знаю. Не знаю. Обещать не могу, не буду, не хочу. Пока я еще не определилась, потому что там тоже достаточно интересное лицо, и вы же прекрасно понимаете, что есть разница между человеком, как он есть на самом деле, и между его социальной ролью, которую он играет. Вот на этот счет вы можете посмотреть разбор Виктории Акимовой, скандальный консул. Вот. И если хотите немножечко поулыбаться, можно посмотреть и Ному Зарубину. Такую шпионку вот здесь тоже. Это буквально свежие разборы, они все расположены в плейлистах, где я помещаю разборы лиц известных людей. Да. Так что, если вам нужно получить ваш разбор лица, либо ваш и вашего партнера, либо ваших потенциальных партнеров, да, для жизни, то взаимодействуйте напрямую со мной, общаться с вами буду я, не мои боты, не мои секретари, не мои менеджеры, боже упаси. Общаюсь я, еще раз, в Инстаграме я здесь вот по этому нику, в личке, только напишите, что вы с Ютуба, хорошо? Вот я с Ютуба вам пишу, хорошо? Либо на e-mail, либо у меня на стене, хорошо? Надеюсь, вам было интересно. Если среди этих черт не оказалось вашей, напишите мне, чтобы вам было интересно. Я все ваши комментарии читаю и всегда на них отвечаю. Могу сделать специальное видео для того, чтобы ответить на чей-то ваш комментарий. Желаю прекрасной апрельской недели и всех обнимаю.